Приветствую тебя, дорогой друг, ты на канале Космик Геймер, меня зовут Евгений, и мы продолжаем выживать на Марсе в Stationers. Сегодня я планирую заняться, вернее, не заняться, а разобраться, да, с печью газовой, попробовать ее каким-то образом минимально автоматизировать или хотя бы облегчить себе ремесло при работе с ней. Поехали. И ничего не делал за кадром. В прошлой серии я нашел много воды, для меня это много. Я нашел, собственно, то, из чего я буду делать сталь, и это хорошо. Также я потратил практически все батарейки. Батарейки повынимал из буров, чего я только их не вынимал. Да, вот это вот я точно использовал. Прошу прощения, я буду кашлять потихонечку. Стараюсь меньше. Горло побаливает. Так, болгарка. У меня еще здесь доноры батареек. Электрическое оборудование. Это не электрическое. Что не электрическое, то в сторону. Так, вот мое электрическое оборудование. Это 97%. Все в порядке. Будем. Батареечки. Шить. Петь на голову. Что мне по баллонам? Все, тут пустой баллон. И вот есть. Брал с собой полный. На всякий случай. И в итоге полный я меняю. Пустой, не совсем пустой, сливаю. Приемлемо. Пшеничка подросла, пока я ходил на раскопки. Даже нет, семена не дает. Да, и на том хорошо. Теплообменник у меня сейчас открыт вентиль, что температура набирается. Он падает, набирается. Грамм готово, да? Тогда я, наверное, сейчас возьму и нарежу, сделаю муку. В смысле, сделаю эти батончики. 50 граммов. Там еще есть 5, 50, и здесь 500.
Я буду по 500 граммов складывать. Вот. Понимаю, его можно кусать. Там у меня пустые фильтры. На. Есть ящик, в который я складываю пустые фильтры. Сюда поскидывать. Есть газы. Здесь что? Здесь есть угли. Тоже возьму. Но вообще я собрался заниматься автоматизацией печи. Хочешь, да? Что мне там на печь нужно? Я думаю, изолированные трубы мне понадобятся. Потому что газы будут там горячие, холодные, всякие. Ну, для начала я, наверное, сделаю какую-то минимальную автоматизацию. Для этого я возьму обычные трубы. Кабели питания у меня есть. Мне надо сделать вот такой вот удерживающий атмосферу регулятор. И мне надо бак, в который я буду стачивать газы, которые вот будут уходить. Я не хочу их теперь выпускать в атмосферу. Но насчет изолированных труб я пока повременю. Это пока подождет. Бак поставить надо будет куда-то, на что-то. Возьму фреймы, 4 штуки, да, у меня есть. Возьму вот листы. Пока все, пойдем смотреть, что я там смогу сделать. Папочку одел. Там по температуре 15 и 25. Можно перекрыть пока вентиль. Уж он хочет. Потерпишь пока. Я так понимаю, эта штука у нас сбрасывает тепло в атмосферу. Сканер руды. Кстати, я не зря вот сканер руды взял. Я довольно много накопал и благодаря сканеру нашел под воду. Там еще что-то есть. В общем, здесь везде что-то есть. Сферный изотер атмосферы. Здесь у нас минус 47 сейчас на улице. Я так понимаю, эта штука активно отдает тепло. Потому что все остальное изолировано. Ну ладно, в любом случае сейчас воду сброшу.
Я сбросил воду, и туда добавились, помимо воды, азот добавился. Да, его много добавилось. Объем жидкость. Так. Ну и да, у нас стоит мод терраформирования, то есть у нас есть объем в литрах у мира. Есть вот все, что я в воздух выпускаю, все, как говорится, мое. Так, я хочу вот этот клапан заменить на электрический. Я хочу выводной, эту вентиляцию выводную заменить на бак. Но я боюсь, если что-то здесь где-то взорвется, потеряю я и бак, все остальное. Сколько клеток он взрывается? На 3, то есть где-то вот до сюда взорвется. Или вот до сюда. Давай подумаем и решим, что вот это вот у нас будет место, где типа нам безопасно. Типа безопасно, да? Давай, раз у нас коммуникации там, газовые начались. Давай я буду строить вот в эту сторону. Собственно, платформу. Буду здесь хранить баки. Ну что, я в этот бак буду собирать продукты горения, скажем так. Просто вот продукты горения. Газовая цистерна. Она изолированная, но я пока не буду заморачиваться над изоляцией. У меня стали пока еще нет. Сделаю, потом займусь изоляцией. Но у меня много обычных труб. Поэтому я их смело использую. Теперь надо будет повернуть. Здесь уже наверх, да? Так. Теперь мы это дело разберем и поставим там регулятор давления. Я его могу даже поставить где-нибудь вот здесь вот на проходной части. И так будет даже удобнее. Вот так. Я буду удерживать этим регулятором определенное давление. Мне это позволит решить вопрос с тем, сколько нужно там давления, насколько стравливать, не стравливать, более контролируемо, я думаю, это получится сделать. Я вот думаю,
Будет ли эта труба держать? Или она лопнет в какой-то момент? Сейчас попробуем. По крайней мере, вот такая схема. Если она сработает, это будет интересно. Хм, попробую. Это будет, наверное, где-то здесь поставить. Да не. Ну, обратку поставить можно. Только что такое обратка в данном случае? Это будет, наверное, вот так. Нет. Вот еще один регулятор. Он будет стоять вот тут. Поворот, регулятор. Вот сюда вот так поставлю. На случай, если будет пытаться лопнуть. Что-то еще кран поставить. Хотя там регулятор будет как кран. Я думаю, достаточно. Посмотрим, что это из себя представляет. Нет, здесь этих труб много. И где мы еще один регулятор где-то был? Это насос. Насос. Пока все. Пойдем регулятор сделаем. Я все здесь, да. Давай, на выход. Можете спросить, замаялся ли я перекладывать эти все штуки? Да, замаялся. Я пока... Мне сейчас вот как бы момент, когда хочется все и сразу, и уже есть понимание, что куда. Остается только брать и делать. Вот я беру и делаю. Забросил наверх. Растем. Идем. Ты мне сейчас регулятор сделаем. Просто по идее в самой печи там давление адское, там и 25 мегапаскалей может быть. А вот на внешней, в трубах, там же меньше давления. Максимум 6. Фонарик выключен. Сейчас я с первым делом сначала соберу выходные газы. Потом я соберу, собственно, топливо буду делать. Вот. Здесь у нас будет... Проводку надо положить. 30 штук навряд ли хватит сюда дотянуть. Что если я ее там поставлю? Нет, там не буду. Ладно, миди хватает. Сделаю провода еще. И у меня здесь выходит. Вот. Да.
Ну, сюда хватило. Значит, сюда тоже должно хватить. Давай еще один. Хватило. Не хватило. Пока один такой положим, потом поставим нормальный. В смысле, они все нормальные. То есть. Тут ставим на критическую. На 6. Чаем. Солнышко сядет, мне кажется, оксиды будут нормально использоваться. А вот тут мы будем ставить. Сейчас будем смотреть, сколько будем ставить. Очку вкинем. Вентиль закроем. Будем заниматься замерами. Ну, а кроме замеров, мне надо вот это поплавить хотя бы. Хотя бы. Что у меня там? Получается, у меня... То надо будет... Значит, если я делаю... Пополам, тогда получается вот так. Тоже пополам. Так. Это разделяю пополам. Это у меня будет... Это вот на сталь пойдет. Остальное останется. Еще сюда берем. Чтобы оно не мозолило глаза. Что там на улице уже? Минус 44. Прекрасно. А что по топливу вообще? Сколько оно? Чего к чему? Да хоть понять. Ну вот есть топливо. Это чистое, которое мне досталось корпорации. Получается 33 кислорода и 66 водорода. 1 к 2, да? 1 кислород на 2 водорода. Понятно. Давай прям так сейчас и возьмем. Возьмем вот пример. Буквально 1 кислород. Два водород. Прям минимум такой. Вот они загорелись. 1 мегапаскаль у нас там. Горят. Нам надо добавить. Тогда добавляем. Еще одну меру. Одна мера это типа 2 того и 1 того. Вот. Покинули. Там у нас уже 3 мегапаскаля. Да? 4. Разгоняемся. 4,5. Я думаю, сейчас поднять больше 6. Четыре и 9. Потом буду экспериментировать. Берем тогда еще. 2 того. И одно этого. Так, что у нас тут? Уже 6. Ну, больше 6 уже, да? Уже 7 мегапаскалей. Солнышко, главное, чтобы не вышло. 7. Давай еще одну меру забросим. Оп, тут надо мне только 1. Ладно. Ого, у нас уже 8 мегапаскалей давления. Ну, это как бы больше, чем трубы держат.
Это уже сразу больше. Вот, а теперь смотрим. Эксперимент. Печи 10 мегапаскалей. Вот в этом патрубке 10 мегапаскалей. При этом патрубок не рвется. Но если просто в патрубок накачать температуру, то он порвется. А если вот так открыть, что там 9, 10, нормально держится. Вот до сюда должно дойти. Здесь вот 0. Ну, держится, не падает. Ну, в смысле, он так распределяется, падает. Но не это. Как это сказать? Не рвется. Наверное, потому что печь держит. Вот. Теперь мне надо какое-то там давление установить, например. Сколько мне там надо? Мне сейчас тут 8. Давай установим ровно 8. Так. И включим. Смотреть. Будет до 8 ровно становиться. Должен стравиться ровно до 8. И успокоиться на этом. Он стравился больше. Наверное, потому что он еще сам падает из-за того, что газы выгорают. Тут 7. Ну, постравливал. 7. Довольно стремительно падает температура. Не температура, а давление. А почему? А если я вентиль перекрою? Все равно падает. Ну, вот это, короче, ее естественное падение. Выгорает топливо. Я так понимаю. Ну, давай вкинем теперь вот уголь. Да. Туда. И будем считать, что нам надо 8 держать. Двенадцать. Может, надо еще насос поставить? Пущу. Чтобы видно было. Ну, там сейчас 8 у нас. Мы стравились до 8. А здесь 9. Он продолжает стравливаться. Получается, у меня какой-то интервал есть времени. Здесь ровно 8. И ровно 8. Ну, тут 8, а тут нет. Давай вот этот вот вентиль отсюда уберем. Так. Пойдем трубу возьмем. Поставим вместо этого вентиля. Я решил проверить, у меня тут теплообменник включен или нет. Поставим здесь трубу. И что? 8,01. 8. Держится. То есть, получается, вот этот весь фрагмент, он должен быть цельным, без каких-то разделителей. Тогда он будет довольно стабильно держать то, что я ему накрутил. Хорошо. Там у нас сейчас углерод. Кидаем туда железо. Будет нам сталь. Но стали не будет, потому что температура маленькая. Да. Температура маленькая, надо добавлять топливо. Где мое топливо? Вот оно. В общем, то, что я хотел узнать, это то, что оно не рвется. Труба.
Сейчас мы поднимем температуру топлива. И вот интересно, если держать, допустим, в среднем 8 мегапаскалей давление и при этом добавлять топливо, температура должна, по идее, расти, а давление должно удерживаться. Будет ли так работать? Не устраивает до 8. 720 у нас там. Я сколько не добавляю. По идее, должен какое-то время дать ему раскочегариться, потому что я понимаю, что он скидывает. Еще, может, вот этого добавить? Чтобы было чему гореть. Так, там уже 10. 1,1 килокельвин. Вот у нас уже есть порция стали. Как-то так. Одна порция. Опять поднимать давление, вернее температуру. То есть, по идее, если я буду постоянно добавлять ему в наддув топлива, ему будет его с чего температуру поднимать, а давление будет держать то, которое мне надо. Будет больше расход топлива. Вот получили слитки. А пока прикрыть. В общем, мне принцип примерно понятный. Давай теперь сделаем... Поплавим вот эту руду. Пока она поплавится. Уголь я сжигать не буду. И мне понадобится очень много. Так, стоп, главное не смешивать. То я буду долго это потом центрифугой разбивать. Все, медь поплавилась. Шла медь. Давай железо чистое поплавим еще. Железо. То. Или не готово? Нет, не готово. Мало топлива. Не поднимается температура. Я заблокировал. Не дошло, потому что уже светло. Плюс. Могло раствориться, сплавиться. Давай. Дай температуру до 1000. Так как-то он очень медленно это делает. Есть 1000.
Железо. Золото осталось поплавить. Я там еще вроде электрум хотел поплавить сделать. Вот сейчас уже, кстати, реально более-менее сделать этот электрум и инвар, наверное. Пока оно тут жарится, схожу. Схожу, возьму ленты. Так, электрум и инвар, дай-ка подумать. Инвар это у нас железо с никелем 1 к 1. А электрум это у нас золото с серебром. То есть мне надо железо, никель, золото и серебро. Инвар при каких температурах? 1,5, 1,2, 1,5. Давление от 18. Сейчас как раз, кстати, идеально, почти идеально. Оставлю пока так. Пойду возьму никель, железо, серебро и золото. Кидывай. Остальные где? Да нигде все. Еще раз. Для таких как я. Значит, инвар. Железо с никелем. Электрум. Припой у меня есть, сталь у меня есть, но константана у меня пока нету. Золото с серебром. Константан это надо медь с никелем. Ох, там тоже 1 к 1, да? 1 к 1. Хорошо. Берем, значит, у меня тут есть золото, серебро есть, стали, железы, свинцы. Вот есть серебро. Серебро. Это будет электрум. Через тром. Дальше. Инвар. Железо, никель. Никель где? По идее, какого-нибудь. Вот никель. Значит, это никель. И железо. Железо. Дальше. Константан. Это у нас медь с никелем. 5 никель. И медь. Ну, давай по 100 сделаем. По 200 слитков этих штук. Тогда нам надо порезать железо 100, мне надо отрезать. Ставим здесь 100. Отрежем. Будет железо вот 100 штук. Этот порежем. Идеально. Не обосраться, как я обычно это делаю. По 500, может, медь. Ну вот отсюда можно отрезать, кстати, бедный. Так.
Это мы соединим. По серебру нам надо взять кубик серебра. Кубик золота. Это кубик золота. С этим мы пойдем плавиться. Да. Там уголь лежит. Кситы нужны. Кситы нужны. Это можно перекладывать. Печка там горит. Она теряет свой объем и температуру, конечно же. Пустой. Раз, два, три. 4, 5, 6. Как раз на 6 слитков места. Полежит пока здесь. Ну. Это второе. Это будет третье. Пойти посмотреть, какие там где температуры и условия. Я надеюсь, у меня получится. Критический уровень обезвоживания. Да, критический, но не смертельный. У меня работает печка. Значит, мне надо понять сейчас. На Константан надо 20 мегапаскалей. И от 1000 температура. На Инвар надо 18 мегапаскалей и 1,2 температура. Очень близки, в общем-то, они. А вот Электрум, ну на малых температурах плавится, поэтому я его буду в конце. Сначала Константан от 20 мегапаскалей и от 1000 давления. Смотрим, есть от 20, но нет от 1000 температуры. Значит, нам надо температуру нагнать за счет добавления топлива. 1, 1 и 1. Смотрим на температуру. Растет, подросла. Теперь мы вкидываем туда. Что там для Константана? Железо и никель. Вот у нас есть железо. Вот есть никель. У нас получается сейчас что? Золото 6 граммов там откуда? Это капец. Ну что там делает золото? Ну блин. Это, блин, ладно. Это радость. Это просто радость. Как я мог не выбросить золото? На тебе, сколько руды насыпал. Кидал, накидал. Прям, ну вы поняли. Смесь реагентов там, смесь реагентов здесь. Все в смесях реагентов. Сейчас еще застрянь. Сказать жесть. Давай разгоняй.
Как я там говорил вначале, главное не обосраться. Вот, обосрался. Долго будешь разбирать? Ну, разбирай. Чего уж там. Я пока займусь вторым сплавом. Да, я дел подевал. Это железячку. Да я знаю, что я пить хочу и вообще. Так, смотрим, что у нас там. Второй сплав. Второй сплав это инвар. От 18 мегапаскалей. Температура от 1,2 до 1,5. От 1,2 до 1,5. Вот это вот уже тяжело. То есть с давлением как бы понятно. От 18 до 20. Значит, ставим 19 вот тут. По давлению. Так, а температуру? Температуру надо сделать 1,2, 1,5. Попасть вот в этот диапазон. Сколько у меня там сейчас? 2 или 1, да? Я ж закашлялся. Давай разгоняем температуру. 1,2 надо. Потом давление сбросим. Давай до 1,5 доведем температуру. Оксид льда. 2 водорода. Быстренько нагонит температуру. Давай еще. 1, 2. Давление, конечно, растет. Уровень голода. Давай 1,2 мне надо. И что я туда должен кинуть? Никель. Медь. Надо сбрасывать. Давай дадим еще температуру. Ты сбросил. Это температура. Вот 1,2 есть температура. Идеально. Давай. Скидывай давление, и при этой температуре ты как раз получишь свой сплав. Да, есть. Есть константан. Или нету? Или я просрал? Что ты мне скажешь? Просрал? Пошли жрать. И жрать там то, что нужно ему. Да, тяжело сплавы делать. Тяжело.
Кушаем. Пожрал? Довольный? Да, здесь, конечно, набросал. Но идем дальше. Низкий заряд. Да ладно, низкий заряд. Сейчас поменяем тебе батарейку. Лаки тебе поменяем. Да еще потом поменяем. Не попал я в диапазон температур. Я прям уверен, что вот он руду мне не сплавил. Что у нас там происходит? А ну здесь смеси разбирает. Запчасти. Ну разбирай. Что там включил дробилку? Что? Сейчас будем опять вынимать вот то самое. Вот то самое оно. Да. Это тоже туда пойдет сейчас в дробилку. Да? Да. Так. Так. Очная труба должна быть. Ну что ж, хорошо, что у меня есть дробилка. Дробилка-сортировка. Мне вот интересно, вот она сейчас раздробит. Она же уже разобрала или еще нет? Нет. Да, сюда падай. Я думал, она подробит. Она ж там пишет, что там внутри. Понятно. Все так весело. Выпадало в лицо мне. Сколько здесь валяется и где. Она не все. Укатывались, окатыши. Чё один лежит? Этот разбирает. Ну разбирай. Что у нас там? Там 15 мегапаскалей. Да, давление уходит. И упала. Печка теряет давление, получается, сама по себе. Ну да. Хорошего. Ну, теперь это будет надолго. Вот это вот центрифугирование. Но прям вообще долго. Такое хоть 2 центрифуги ставь. Или 5. Чтобы быстро получить результат, да? Процессинг идет, смеси реагентов. Сейчас он процессит 18 штук. Это ж 18 штук, это да, вот 17. То есть он каждую единицу процессит до 100%.
смесь реагентов разбирает. То есть вот есть в катышке 50 штук, да? И он эти 50 штук размалывает 50 раз. О, да. Ладно, пусть процессит. Чем я там заняться пытался. Мне сталь нужна была зачем-то. Я что-то хотел сделать. Так, ну, здесь можно сбросить, наверное. 0. Пусть остывает. Я пойду топливо буду делать. Тогда уж. Да, она сбрасывается. Или ей насос надо? Если насос. Вот реально, если поставить насос. Насос, а не запирающий, выпирающий клапан. И этим насосом, собственно, регулировать откачку или не откачку. Идем посмотрим, может сделаем... насос у меня по-любому есть, наверное. Проверим. Насос. Ты где? Вот у меня есть насос. Сейчас с ним попробую сделать не регулятором давления, а именно насосом. И поставлю тогда сейчас еще сделаю эти фильтры, которые делают, фильтруют газы. По разным бакам разгоню кислород и водород. Потом я их смешаю. Будет мне топливо. Главное его не зажечь раньше времени. Вот. 5 литров. Пусть оно так вот бодренько скачивает. Ну да, уже бодрее насосом. Газы горячие. Уже не в атмосферу как бы. Частичный успех все-таки есть этого мероприятия. Но остальное пошло в центрифугу. Подожди, стоп. Электром хочу сделать. Да. Электрум у нас от 600 до 1000. Ну, короче, от 600 температура. Давление должно быть не более чем 2,4. От 800 до 2,4. Что там есть? Надо до 2,4 спустить давление. Еще раз температура от 600. Давление до 2,4. Давай вкинем. Вдруг получится. Что там еще клацнуло? Ага. Ребро клацнуло. Шло. До 2,4 и от 600. Давай чуть-чуть. Чуть. Ну от 600 температура есть. Давление надо откачивать. Кстати, более это, по-моему, контролируемее происходит процесс с насосом. Два, четыре, 2,4. О, есть. Хоть одно. Я сделал.
Она, по-моему, моргнула зеленым в момент, когда произошел сплав. По крайней мере, один суперсплав мы сделали. Вернее, не суперсплав, это просто сплав следующего уровня. Ну, уже что-то. Солнышко заходит. Так, а что у нас там в баке получилось интересного? 6,9 и у нас спускается. В баке 6. Да, мы до 6 спускаем давление. И там у нас есть 710 градусов температура. Она будет падать, конечно. Там у нас есть немножко кислорода, много углекислого газа, вредные вещества в приличном объеме. Прокачивает мне эту всю гадость из печки. Погнал, там 6,3, и как раз благодаря клапану вот эти трубы не рвутся там. Ну да, это все в атмосферу частично идет. Постепенно спустится. Под 97 градусов. Кстати, можно эти горячие газы попробовать оставить горячими. Для этого надо вентиль поставить и эти изолированные трубы. А что, звучит как цель? А вдруг мне горячие газы понадобятся? А я их вот возьму и остужу просто вот так, по-дилетантски. Я же один на Марсе. Один. Кто мне что подскажет, поможет. Вот пшеничка подошла. Я возьму вентиль. Я возьму изолированные трубы. Ну, пшеничку соберу. И да, мы целый час уже возимся с этим. Серия подходит к концу. Спасибо, что были со мной на этом просмотре. Спасибо тебе, дорогой друг, за комментарии, советы. Ставьте лайки, подписки. Приходите на серию. Следующая серия выйдет завтра. Всем спасибо, пока.